Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре опять же новая ветка Великобритании, колесных СТ. Сегодня у нас на обзоре ГСОР 1006-7, 9 левел, да-да, проходная прокачиваемая ветка. Вот, прежде чем продолжим обзор, конечно же, сразу пробей указ. Лайк прожми, да, и подписывайся на канал, если до сих пор это не сделал. Ну, а мы с вами давайте бронирование глянем. Вот здесь мы его, наверное, глянем. 60 башней, 85 башни, 60 корпуса. Конечно, такое. Ну, давайте все-таки сходим, коллижную модель глянем. Погнали. Итак, господа, коллижная модель нашего ГСОРа 1006. Ну и давайте, какая тарантайка смешная. Быстренько пройдемся. Ага, нет брони, нету. Ну что это 83? А здесь вообще все картон. Маска у нас 106, 90. Ага. Ну, башня вот такая вот. Вот здесь везде там 99 приведенки, там до 100. И здесь все около 100. Люк 20, крышка пробивается 57. То есть вот эта часть, это против фугасов. Обычных фугасов, да, не хэш. Вот, борт у нас 35. Ну, смотреть тут нечего. Так, с броней разобрались. Ничего интересного. Давайте посмотрим на орудие. Стоковая пушка с предыдущего Саладина. Играть на девятке, учитывая размеры танка и незаметность, вот с такой пушкой настреливать по 250 на девятых левелах вы очень часто будете с десятками, это дичь. Естественно, нужна топовая пушка. 105 мм, 390 альфа, 248 пробития на основном, на голде, ребят, 315. Заряжается 11,7 на стоке секунд. Вот, ДПМ 2000, 0,32 точность, хорошая и очень хорошее время сведения. Я сам качал десятку, выходил на десятку, ну точнее все модули качал. Поиграл очень много на стоковом орудии, у меня не было свободного опыта. Несколько боев сыграл на десятке. И что хочу сказать. Конечно же, на этом орудии эта машина прям играется по-другому. Ну, за счет альфы получается прям уже хорошо настреливать. Вот на этой пушке у вас вся жопа сгорит. Обязательно качайте топовую рацию. Топовый двигатель, какая-то просто дичь, непонятная мне. Смотрите, на стоковом двигателе 525 лошадей, на топовом 535, плюс 10 лошадей. Но танк едет. Максималку набирает, и вообще набирает ли максималку, да, вот на топовом двигателе он набирает максималку нормально, на стоке нет. Обязательно топовую ходовую на месте, так сказать, разворачиваться, крутиться в движении, очень важный момент. По полевой модернизации: легкосплавные узлы крепления, настройка рычагов подвески в 4-м блоке, антибликовую маскировку фар в 5-м блоке. Так, здесь что у нас? От размера круга сведения. Ну, я бы здесь, наверное, себе бы лучше сделал бы время заряжания получше, да. Точность у нее и так, в принципе, неплохая. Либо ничего не качайте, либо заряжать. Хотя, наверное, лучше ничего не качать. Вот так вот лучше оставить. Вот, второй слот, ну, естественно, разведка, потому что я катаю на просветленке. Она этому танку нужна, учитывая подвижность этой машины. Стандартный комплект оборудования на всей ветке. Это турбина, это просветленка и досл. По снарядам основной у нас ББХ летит 1080, уже неплохо. Голда подкалиберная летит 1240, нормально. Вот, это касаемо снарядов. По снаряжению: ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я доп. Паёк пихнул, чтобы максимально почувствовать возможности этой машины. 3 члена экипажа, перки наблюдайте перед собой в табличке. Теперь по плюсам и минусам. Что касается огневой мощи. Очень на топовом орудии приятная альфа, хорошая точность, хорошее сведение, быстрые снаряды. Короче, плюс. И у нас даже чуть выше минимально комфортных УВН тоже пушечки-то есть. Минус 8. Да, минус 8. И вот пушка, кстати, при такой сборке и таком экипаже у нас заряжается уже меньше 10 секунд, 9,67. Точность 0,29. Время сведения 1,71. По пушке вообще вопросов нет. Супер. По ХП, как для девятки 1650, это нормально.
Для девятки прям даже жир, можно сказать. По мобильности 70 вперед, и этот танк набирает 70, 35 назад, 26,5 лошадей на тонну удельная мощность. Подвижность нормальная. И, кстати, рулится он тоже, вот как мне все, я к нему начинаю привыкать, вот уже сколько отыграл, да, на стоковом орудии, немного на топовом. Он уже как-то у меня начинает даже неплохо себе рулиться. Понятно, на месте развернуться тяжело, безусловно, это вам не гусеничный танк. Но все равно уже вот привыкаешь. К геймплею надо привыкать. А вот теперь самое неприятное по этой машине. У нас хорошая подвижность. Не на месте, да, в движении. У нас интересная пушка с сумасшедшей альфой, как для среднего танка. И у нас огромные размеры. Этот танк выше и больше многих тяжелых танков. И однозначно всех СТ вообще в игре. Просто невероятные размеры. И вот смотрите, перк незаметности у меня вкачан у всех членов экипажа. И у нас всего лишь 26% незаметности неподвижной машины. То есть вот как раз вот эти габариты, они влияют на нашу незаметность. И я вас уверяю, что в группе средних танков, играя против противника, вы среди своих танков, да, других, не таких как СОР, вы будете самой заметной целью, у вас будут фокусить и стрелять. А брони-то у вас вообще нет. Вы приятная цель абсолютно для любых танков. Потому что вас видно, и вы мягенький. И это проблема этой машины. Прям реально. Вот, по обзору 483 метра. Учитывая нашу подвижность, мы прям даже можем что-то и посветить. Ладно, предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, как это чудо играется на картах. Погнали. Так, обзор боем ГСОР 1006-7, Великобритания, колесная техника, новая ветка. Вот. 9-й левел, топовое орудие. Попали к десяткам, да. Давай, давай, прикрывай. 70, ребят, едет, нормально. Подвижность хорошая. Тихо-тихо. Есть пробитие. Ну вот это плохо. Да. 62. Все, повоевал. Ребят, посветили, постреляли. Нормально. Побегут они? Нет, они, наверное, не собираются. Нападают, бля. Пробитие оформили.
400. Две 600. Блайндят. Блондуны. Ну такой бой что-то. Ну пушка неплохая, надо признаться. Пушка неплохая. Альфа приятная. Так, конечно, незаметность у нас кусок дерьма. Вот, но пушка неплохая. Этот танк спасает орудие. Переигрывать, ребят, не буду. Вот как есть бой, смотрим, да. Там до хера. Мне бы, конечно, по-хорошему отсюда бы скрытно уехать, но... Да, как это сделать? Вообще непонятно, как бой развивается. 6-6. Убьет. Ну, конечно. КД. Ну, 3К мы настреляли, 1800 почти насветили. Почти 5К суммы. Да. Да. ДПМный шпак. Собака бешеная. Ну, в любом случае меня убивал. Да, сейчас посмотрим итоги боя в борьбе против 10-х левелов. Нет. Пушка у него знатная. Проблема незаметности, проблема размеров этого танка, конечно, безумно мешает ему качественно отыгрывать. Вот, здрасте. Да, вот и Скорпион, да. Тарань его. Во. Все, убили.
Не, ну, это проигрыш. Это проигрыш. Гля, 12-12. Косарь разница по ХП. О, Т-30 красавчик. Слушайте, это еще можно затащить. Неужто Шпак поехал за Лепиком в спину, да? Здесь нет никого, походу. Нету. Ну ты встал, конечно. На один выстрел. Не, ну Шпак он... Может даже... Не, ну встал ты нехорошо. Надо признать. Ну все, 15 минут. Сейчас все будут стоять на своих базах. О, очень хорошее орудие, альфовое на Аксоре. Прям нравится. Все хорошо бы. Но размеры и незаметность вообще колесой. Да управляется, кстати, он неплохо на самом-то деле. Но размеры и незаметность, конечно, забей. Да. Все в засадах. Я думаю, они все тоже на базе уже собрались, сидят, ждут. Приемочку сейчас будут делать. Да. Обидно, конечно, что нас так рано убили. Да нет, все это 15 минутка. Наши на центре стоят, боятся проехать по низу, потому что там, возможно, Епись стоит. Вот. А еще у них Центурион Action X. Да. Сколько хп у Епися, у Центуриона? Чем вам это сильно поможет-то, ребят? Вы два слепых черта на Т-30 на БЗ. Они вас пересвечивают и убивают. Да на базе они ждут, конечно. Да не, это наш проигрыш. Если они нормально окопались, их не выковыришь. Тут на этой базе можно перекрест так стать, что
Забей. У нас БЗшка тоже побитая, да? Побитая. Опа. А вот и епись. А вот и епись. Ага, он здесь один. Вот это был выстрел Веры. Ну все. О, БЗ сейчас долго зря. Вот это обосрался на леопарде. Как ты мог? Ой, как ты его не пробил-то? Ё-моё. Ребята, вот это грэнд фейл был. Да, он принимал тычку, он епися как бы выдерживал удар, но ты должен был его убить. О, они тут уже вдвоем, естественно. Ну и все, БЗ сейчас отстреляется, и его выйдут и убьют. Все. Ускорение есть, тарань. О, танкует, бля. Везет, везет. Нет, не везет. Обидно, обидно. Представляете, еще 359 у него осталось. О. Ладно. Ветка сложная, колесоидов не каждому зайдет. Конкретно этот танк по пушке, наверное, одна из самых комфортных по стрельбе. Ну, с учетом альфы, в первую очередь. Но, конечно, против всех предыдущих лулов, 8, 7, да, 6, 5, вот это вот 26% незаметности. Ну, это реально незаметность между тяжелым и средним танком. То есть это не средний танк, ни хрена. И размер его просто, он просто мега огромный. Он выше, больше многих тяжелых танков. Ну, реально. Так что, ребят, пишите свои комментарии, как вам эта тачка, у кого она уже есть в ангаре, какое вы используете оборудование. Вот. По мне, так, прям тачка для каких-то там статюг играть, да. Не сказать, что это имба, но просто делать результаты обычные игроки на этих машинах не смогут нормально. Вот. Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.